Здравствуйте, друзья! Меня зовут Пульхерия, а вы на канале Записки пользователя или вы гениальны. И сегодня наш выпуск посвящен любителям зефира. Друзья, если вы считаете, что вы не любите зефир, вы просто никогда не пробовали ручной зефир домашнего изготовления. Не надо сравнивать зефир фабричного производства с зефиром домашним. Он отличается по консистенции, по количеству сахара. Сахара в нем 3 раза меньше, и он совершенно натуральный. Мы приготовим с вами лимонный зефир с начинкой из клубничного мармелада. Зефир у нас будет готовиться уникальной технологией и получится необыкновенно воздушный, похожий на суфле. Мы с вами будем делать этот зефир на тыквенном пюре. Тыква во вкусе зефира совершенно не ощущается, но делает вкус лимонного зефира более интересным, более нежным, деликатесным. И для этого нам с вами потребуется 200 грамм тыквенного пюре. Как получить тыквенное пюре? Тыкву разрезайте на части и запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 30 минут. Время запекания зависит от особенностей вашей духовки и сорта тыквы. Затем вы тыкву вынимаете, охлаждаете, срезаете корки и пробиваете блендер. 2 яичных белка. У меня яйца категории S1. Примерный вес белков 60 граммов. 2 порции сахара. 1 порция сахара на 300 граммов и 2 порция сахара на 100 граммов. И 1 лимон. А также нам потребуется 8 грамм агар-агара. Сейчас я имею в виду агар из супермаркета. Агар из супермаркета без добавок по умолчанию считается, что он силой 600 блюм. Если вы будете брать агар в профессиональном магазине, для кондитеров агара силы 900 надо брать 6 граммов. Это нам нужно для зефира. Для мармелада нам потребуется 200 граммов клубники. Клубника может быть как свежая, так и замороженная. 150 граммов сахара, 6 грамм пектина, 2 грамма лимонной кислоты. Это примерно 1/3 часть чайной ложки. Итак, приступаем. И для начала добавляем в тыквенное пюре от 3 до 6 граммов пектина, в зависимости от того, насколько у вас густое пюре. У меня густое, я добавлю 3 грамма. Если у вас будет жидкое, то добавьте 6 граммов. Для чего мы это делаем? Поскольку мы добавляем лимонный сок, а это кислота, то любая кислота разрушающе действует на агар-агар. Поэтому мы должны нейтрализовать разрушающее действие кислоты. Если агар-кислота разрушает, то для пектина она является стабилизатором. Пектин вступит в реакцию с лимонной кислотой, они создадут химическую связь и частично нейтрализуют негативное действие лимонной кислоты. Теперь, друзья, пектин перемешиваем с 1 столовой ложкой сахара. Сахар берем из порции 100 граммов. Добавляем в тыквенное пюре, хорошо перемешиваем и оставляем набухать на полчаса. И сейчас мы с вами будем делать мармелад. Мармелад у нас будет мягкий, с небольшим содержанием сахара. И для его приготовления нам понравится формочка. Я взяла формочки из-под конфет. Можно взять любые другие, силиконовые, формочки для льда и так далее. Если таковых нет, возьмите любую форму, прямоугольную, круглую, залейте туда мармелад, а потом нарежьте ножом. Но единственное, что мармелад будет мягкий и к ножу будет липнуть. А сейчас пробиваем блендером до однородности клубнику. Пробили пюре до однородности. И теперь пектин смешиваем с сахаром с 1 столовой ложкой и тщательно перемешиваем. Потом ставим клубнику на плиту, нагреваем до температуры 40-45 градусов Цельсия. Пюре у нас уже нагрелось. Теперь мы всыпаем пектин и размешиваем. Как его всыпем, мешаем его непрерывно. Закипает наше ягодное пюре. Всыпаем сахар, размешиваем
После закипания сахара нагрев уменьшаем на средний или ниже среднего. Мешаем весь процесс непрерывно. Варим до загустения. И это примерно 3-5 минут. Время индивидуально, зависит от особенностей вашей плети. Клубничное пюре уже становится более густым. После того, как оно начнет у нас густеть, мы его снимаем и добавляем стабилизатор. Стабилизатором у нас является лимонная кислота. Клубничное пюре сняли с плиты и добавляем лимонную кислоту. Быстро размешиваем, но тщательно и очень быстро разливаем в форму. Потому что как только мы добавим стабилизатор, у нас сразу же начнет застывать наш мармелад. Друзья, разлив весь мармелад, оставляем его стабилизироваться при комнатной температуре. Он стабилизируется в течение часа-полтора. Пока у нас стабилизируется мармелад, подготовьте для отсадки зефира необходимый инвентарь. Подготавливаем поднос, на который кладем пергаментную бумагу и рисуем контуры наших будущих зефирин. Когда мармелад стабилизируется, на каждый контур вы положите по мармеладу или по кусочку мармелада, если вы заливали его целым. Кроме этого, нам понадобится кондитерский мешок с насадкой, который вы поставите в стакан. У меня насадка 333. Обычно используют насадки 1М, 1Б. Вы можете взять любую, какая вам нравится. И нам еще нужна будет лопатка, в которую вы будете класть зефир. А сейчас мы с вами, друзья, должны натереть цедру с одного лимона, без белой части. Мы потерли цедру с лимона и отжали из него сок. Нам надо 35 мл лимонного сока. Это примерно 3 столовые ложки. В чашу микс добавляем тыквенное пюре, белки яиц, 100 граммов сахара и цедру лимона. В кастрюльку с толстым дном наливаем 100 мл воды и добавляем агар. Ставим на плиту и дожидаемся, когда агар станет белым. Агар у нас превратился в гель. Теперь мы засыпаем сахар и уменьшаем нагрев и размешиваем. Мы варим наш сироп до температуры 110 градусов непрерывно, мешая на нагреве среднем или ниже среднего. Как только у нас закипает сахарный сироп, можно включать миксер. Сироп уже закипел, и я включила микс. Мы взбиваем до устойчивого состояния. Тыквенное пюре и белки взбиваем вот до такого состояния, чтобы они замотались за венчик миксера. И когда вы перевернете чашу, чтобы из нее ничего не выпадало, лимонный сок мы будем вливать, когда наш сироп с агаром достигнет температуры 106 градусов Цельсия. Будем вливать взбивающиеся белки с тыквенным пюре. Пюре продолжаем взбивать, пока на низких скорость. Горячий сироп температуры 110 градусов мы будем вливать в пюре, которое в это время будет взбиваться на скорости 2/3 от мощности. Достигаем температуры 106 градусов, и сейчас мы вливаем в взбивающееся пюре лимонный сок. Я влила лимонный сок и продолжаю взбивать на 2/3 от максимальной скорости миксера. 109,9, 110, все. Вливаем сироп в тыквенное пюре с белками. Старайтесь не попадать на венчик. После того, как влили весь сироп, миксер включаем на полную мощность. Взбиваем до охлаждения зефирной массы до 50 градусов Цельсия. Зефирная масса готова к отсадке. Наполняем ею кондитерский мешок. Действуем достаточно быстро, потому что температура стабилизации зефира 38-40 градусов Цельсия. Отсаживаем зефир на мармелад. У меня готовый зефир будет состоять из 2 половинок. В одной будет мармелад, в другой нет. Если вы хотите, чтобы у вас мармелад был во всем зефире, сделайте более мелкие кусочки мармелада. Друзья мои, отсадили зефир, и теперь мы отправляем его на стабилизацию на 6-12 часов. Время стабилизации зависит от влажности воздуха и от температуры. Друзья,
У нас прошла ночь, и зефир полностью стабилизировался. Теперь ему можно снимать с пергаментной бумаги и соединять половинки. У меня одна половинка будет с мармеладом, а другая без. Сахарной пудрой я никогда не посыпаю. У меня зефир стабильный и к рукам практически не липнет. Друзья, посмотрите, какое великолепие, какая красота, насколько радует глаз и гораздо больше радует наш вкус. Зефир удивителен по своей структуре. Это нежнейшее, воздушное, очень мягкое суфле, которое тает во рту в прямом и переносном смысле. Зефир обладает выраженным ароматом лимона. По своему вкусу умеренно сладкий, с деликатной кислинкой. Для приготовления зефира мы с вами использовали тыквенное пюре. Во вкусе зефира тыква совсем не ощущается. Но вы прекрасно знаете, насколько лимон обладает ярким, я бы даже сказала, резким вкусом. Так вот, тыква делает этот вкус более тонким, изысканным, деликатным и нежным. Все это прекрасно сочетается с нашим клубничным мармеладом, очень нежным, мягким, который обладает ярким ароматом клубники. Если у нас зефир умеренно сладкий, то мармелад воспринимается нами как малосладкий и с выраженной кислинкой. Друзья мои, я думаю, что такой зефир вы еще не пробовали. Поэтому я вам советую приготовить этот превосходный, деликатесный, блистательный зефир. Я думаю, он будет бриллиантом вашей коллекции зефиров. Готовьте с удовольствием, друзья. Приятного вам аппетита. Не забывайте, что вы гениальны, и у вас обязательно все получится. Мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами встретимся в другом видео. А сейчас я вам покажу зефир в разрезе. Вот смотрите, какая у него упругая, пружинистая структура и сколько у нас много мармелада. С вами была Пульхерия. До новых встреч, друзья. Пока-пока.